ты чё? Меня зовут Костян. Добро пожаловать на канал в этом видео. Вот она. Let's go. Пошли, я тебе все покажу, расскажу, покажу. Новая мышка моя. Вообще, я пользуюсь Afatech Bloody. Это прям бомба, это прямо айс, это прям айс. Но я купил себе G12, охеренную мышку. И я тебе так скажу, вообще на стоимость этой мышки где-то 450-600 рублей. Но мне ее отправили за $2, и в переводе на рубли это 150 рублей. Как так получилось? Ну, потому что я сказал, что я стример, а они сказали, ну стримерам мы вообще бесплатно отправляем, заплатить только за доставку 150 рублей. Вот, и я получил эту мышку за 150 рублей. Ну и, конечно же, мне нужно сейчас сделать обзор, так сказать, за отзыв. Я, можно сказать, за 150 рублей, за 2 бакса получил эту мышку. Но ее реальная стоимость и вправду $2, если себе стоимость ее где-то $2. А 600 рублей, это уже 450-600, это уже маркетинг. Почему именно G12? Вообще, ты сам видишь, G12 это у нас получается такая мышка, которая по факту копирует Logitech. И делает это весьма, я считаю, что качественно. Сейчас мы посмотрим. Я так с глазком взглянул, получил эту посылку сегодня вот прям с утра. И сейчас мы посмотрим на эту G12. Вообще я пользуюсь для игр, для киберспорта Afatech Bloody. Я к ней привык, я ей уже пользуюсь с 2015 года. Мне надо купить точно такую новую, лучше 2 для запаса, потому что это я уже боюсь, вот уже 22-й скоро год будет, уже как 7 лет ей. Она может выйти из строя, вообще не скрипит, не люфтит, только вот ножки протерлись. То есть я ей пользуюсь уже довольно долго, и для киберспорта она подходит. DPI у нее от 200 до там сколько-то там. В общем, главное, что есть диапазон 200-800. Я использую 400. Через софт все меняется. Очень удобно. Тут какие-то режимы еще есть, конечно же. Вот мне вот так вот нравится, когда он зелененьким еще светится. Но это для стрельбы. Они не работают нигде в современных сейчас играх. Ничего это. И вообще это мне не надо. Я потому что сам таблую. Хорошо мне не нужно. Раньше когда-то в Unreal Tournament давно я переключался, чтобы ты что-то там было. Но сейчас я и без этого всего ты делаю хорошо. В общем, такая мышка немножко протерлась. Софтач я уже с нее вот здесь чистил. А здесь вот он еще есть. Тоже буду счищать его в итоге. Но в итоге надо взять такую же, только без софтач. Потому что софтач он все равно стерется. Вот, есть софтач покрытие, есть пластмассовый. Пластмасса, тут хороший такой пластик прям. Вот я хочу заказать еще 2 штуки, чтобы для киберспорта у меня было. Мне очень нравится эта мышка, и я не могу от нее отказаться, потому что если я перейду на какую-то другую, то все. Поэтому Afatech, это вот я бы хотел вообще с ними сотрудничать, честно говоря, чтобы они мне на обзор что-нибудь присылали. Я делал обзор, в общем-то, и, может, даже баннер повесил бы их на стрим, если бы они согласились. Но они молчат, я зашел в категорию сотрудничества, они там вообще... Блять, все посылают. Ладно, неважно. Смотри, G12. Я ее получил за 150 рублей. В общем-то, получается, да, за 150 я получил. Тебе придется где-то 600. Если у нас будешь покупать, рублей 600-900. Если хочешь в магазин сразу пойти, ты ее за 600-900 получишь. Мне обошлась она за 150 рублей. И эта мышка мне по факту не нужна для того, чтобы использовать ее на геймерском ПК, понятно, нет. На втором ПК мне вообще мышка не нужна. Я купил вот такую обычную Sven мышку. Ну, просто для того, чтобы управлять компьютером, включать-выключать стрим. Все, потому что второй компьютер мне, в принципе, для этого и нужен. А это я взял для ноутбука. Вот, но я буду заказывать еще одну такую мышку. Вот. В общем, вот G12, я не знаю, что за фирма. Фирма вот какая-то, UINDAO. Китайская хорошая фирма. Я думаю, что они далеко пойдут. Потому что я вот так смотрю, вот честно говоря, смотря на вот это вот все, я понимаю, что я за 150 рублей взял просто нереальное чудо, потому что вот эта мышка, по-моему, 180 стоила. 180 только она вообще, ты посмотри, она... Ну, это просто мышка самая обыкновенная. А это реально гейм, Edition. Она вот примерно как такая же, да, только немножко тут с дизайном таким. Плюс она светится синеньким, и есть переключатель DPI. Конечно, софта, скорее всего, нету, потому что, ну, все-таки это не такой прям, как вот этот уже более профессиональный, да, а это такая, ну, я ее и брал для ноута, чтобы на ноутбуке просто я устал там тачскрином этим пользоваться, неудобно. Давай посмотрим характеристики. По характеристикам мы видим, что Windows, вон все Windows 7, да, XP, 10, Windows, все Windows, то есть поддерживаются. Ну, 11, понятно, она недавно вышла, поэтому, само собой, разумеется, еще, на новых упаковках уже будут печатать Windows 11. Ну, само разумеется, что эта мышка, она будет и потом везде поддерживаться. USB-порт есть.
Все есть. Не вижу здесь DPI. Не вижу DPI, вижу 100 мА она потребляет. Тут 5 вольт. Это понятное дело, что это если мы подключаем, то в принципе через USB-порт это нам столько и выдается. DPI не вижу. Я не помню, я там смотрел в характеристиках DPI. У нее, по-моему, есть DPI 800, 1600 и 2400. Вот, 800 это самое... Вот. Там уже чуть нажимается. 800 это самое главное на самом деле для меня, потому что 800 DPI это то, что, как тебе объяснить, киберспорт. То есть я играл сначала 800 DPI изначально всегда, а потом я уже снизил до 400, потому что я понял, что мне нужно 400. Ну, например, Убах, он по сей день использует 800 DPI, и поэтому, ну, здесь каждому свое. Можно поставить 800, сенсу там вместо 54, как у меня поставить там, я не знаю, 23 или 20, да, и по факту это будет такая же, считай, мышка, как вот эта. Ее можно реально использовать для шутеров. PUBG, там, Call of Duty и так далее. И за 2 бакса я считаю, что это просто шедевр. Она не в тач поверхности, для меня это только плюс, потому что он все равно сдирается, как вот здесь вот ты видишь, что сдерлось. Вот, и она сразу идет в пластмассе. Ну, что, давай посмотрим. Здесь, конечно, вот идет оплетка, плюс у этой. Здесь не идет оплетка. Но она здесь и не нужна, в принципе, все равно бы оно... Потому что, смотри, провод. Не, провод, он хоть и не в оплетке, но он, видишь, как сделан. Он сделан из качественного такого пластика, как бы рифленая поверхность. Видишь? Рифленая такая. То есть провод никак не стерется. Но в любом случае, вот эта вот штука, она стоит копейки. Ты можешь ее заказать, там, $1 тебе, блин... 5 метров придет такой, можешь оплести, если тебе надо. Я считаю, это не принципиально. Еще раз говорю, за 150 рублей я лично приобрел эту мышку. Это, блин, шедевральная просто мышка. Давай посмотрим на нее поближе. Сейчас мы ее будем подключать и смотреть, как она светится. И какие у нас DPI, соответственно, эта мышка используется. Вот так выглядит логотип, то есть это не прямо на name, потому что на name они вообще никакого логотипа не используют. Вот такой вот логотип. Я думаю, что компания пойдет очень далеко, потому что меня радует. Меня уже радует то, что я вижу. Даже пломба гарантийная стоит. Ты посмотри. На каких-то там таких на мышках никаких пломб не стоит, потому что ты обычно покупаешь, если что-то не так, ты выкидываешь, покупаешь новую. А здесь пломбы, все, то есть есть по факту какая-то даже китайская гарантия. Потому что мышка реально зачет у Indiao 1000 мА. И не вижу. И здесь тоже вот они не написали. Написано только Made in China, Electronic Game Luminous Mouse G12. Все. То есть я не вижу, сколько DPI. Но, по-моему, как я смотрел... Сейчас, подожди секундочку, я прогружу профиль. Да, вот цена. Самая лучшая дешевая. Вот она. 400-409 рублей. Вот она, эта мышка. Мне отправили за отзыв 150 рублей. Только доставку платил и все. В общем, 404.23, 409.62, 450, как я говорил, да, и 600, где-то 900 у нас будет стоить, соответственно, потому что это наценка будет. Вот. А нет, стой, погоди. Нет, стой, она 600 стоит, потому что, видишь, доставка еще 160. Доставка 160, и, ну да, получается, она 600 стоит на AliExpress, и 600 на AliExpress она стоит, и... В общем-то, у нас она будет рублей 900, наверное, даже, может, 900-1200 тогда стоит, если она на Алиэкспресс стоит 600. То есть это реально уже, вот, в сравнении, смотри, это уже, это реально премиум девайс. Это тебе, это, блин, она тяжелая, блин, то есть вот эта мышка, сразу видно, она ничего не стоит, она вообще как будто просто кусок картона. А здесь вот прям вес прям, ну, как будто там грузики стоят, как вот в этой тоже вот. Вот, они примерно по весу одинаковые, то есть это реально уже профессиональная гейм-мышка. 150 рублей, блин, это ж надо так выгодно купить, да? Приобрести, считай. Колесико. Сразу хочу отметить, что есть колесико, которое как сосочек, приятное. Оно нажимается, оно приятное такое же, как здесь. Не, ну здесь вообще оно прям... здесь вот мне вообще нравится. А здесь не так немножко. Здесь как будто, знаешь, такая тянка такая, ну такая мясистая, а здесь тянка такая, ну, худенькая как будто бы. Ну, тоже хорошо, это ж каждому на свой вкус. Ну, тоже приятный такой, очень хороший, очень нравится мне стиль. Все очень нравится, как она сейчас светиться будет. Посмотрим. Так вот, давай посмотрим тогда характеристики сейчас с тобой. Характеристики данной модели. Вот здесь обычно указывается. Да, вот как я тебе сказал, 800... 1200, 2400, 3200. И подсветка 7 цветов. То есть она еще 7... Сейчас посмотрим, если она еще 7 цветами. Да, она, по идее, 7 цветами будет светиться в зависимости от DPI. То есть 801 цвет, там 1600, 1200 другой, 2400 и 3200. То есть DPI классные. Мышка классная. Для шутеров подойдет, потому что есть 800. 800 это вот. Ты можешь уменьшать сенсу там, как хочешь регулировать. Главное, что есть 800 для шутанов. Ну что, давай я ее сейчас подключу аккуратно, и мы посмотрим, как она будет выглядеть. Все, берем ее и
Сейчас подключаем. Еще я в этой мышке выявил одну отличительную особенность. Она как-то интересно вот мигает. То есть, если просто вот она не шевелится, она просто переключает цвета. Теперь мы возьмем и начнем немного ее шевелить. То есть она сразу становится фиолетовым. Если шевелим очень быстро, сейчас начнет краснеть. Вот. Краснеть, желтеть там. То есть вот теперь мы убираем. Хоп. И снова начинаем. Она начинает становиться, хоп, типа активироваться. Хоп. Хоп. И колесик вот загорается сразу тут. Хоп. И снова фиолетовая. То есть если ее не трогать, она просто переключает цвета. А теперь мы берем, и она сразу что-то тут меняет. Итак, как определить вообще DPI? Потому что здесь же ничего не подписано. То есть как, что, вот просто кнопка по переключению DPI. Как сменить DPI? Ну, допустим, вот мы нажали, мы не знаем, какой DPI. Да? Вообще не понимаю, какой DPI. Вот. Вот, допустим, сейчас я продемонстрирую, как сделать, получается, DPI. Все очень просто. Вот мы не знаем, какой DPI. Мы понажимали тут вот рандомно, и все. Вот у нас DPI вот так вот. То есть мы шевелим, получается, вот шевелим мышкой. Смотри, мы шевелим мышкой. Вот она, я чуть-чуть шевелю, а она вон как. Так, теперь мы нажимаем вот так, медленно. Скорее это 800. Нажимаем еще. Вот, шевелим так же, но она уже лучше ходит. То есть расстояние такое же, но здесь она уже ходит лучше. Нажимаем еще. Шевелим также медленно, но она уже ходит чуть ли не по всему экрану. Значит, это уже 2400. Значит, соответственно, следующее я могу уже даже предположить, что это 3200. Потому что вон она как замигала. Она, соответственно, эта мышка по-прежнему мы шевелим медленно, но вообще. То есть, вот смотри, я почти не шевелю, а оно вообще летает. То есть я вообще во, хотя я шевелю чуть-чуть. И теперь, соответственно, я нажимаю после 3200, это все, это последнее, это значит будет 800. Нажимаю хоп, и все. И она опять шевелится очень медленно. Значит, это 800. Следующий, соответственно, 1200, следующий, соответственно, 2400, следующий 3200. Все, вот так вот летает, при том условии, что я чуть-чуть шевелю. И теперь нажимаю, и вот снова 800. То есть, вот таким вот образом вы можете методом тыка понять, какой DPI. То есть, хоть он не подписан, я вам показал, как определить, на каком DPI стоит мышка. Вот сейчас стоит 800. Вот. Это для тех, просто мне писали комментарии, как определить, расскажи мне. Я уже написал в комментариях подробно, человек прочитал, говорит, давай в скайп, там, давай в дискорд, там, я не знаю, давай зайдем, покажи мне, я не могу понять, сколько у меня DPI стоит. Вот, я поэтому вот и записал сейчас это видео, что теперь, я думаю, так вот будет все понятно, как выставить нужный DPI, если нет софта, если по кнопке чисто. Блин, все, это, безусловно, лайк этой мышки за $2. Ну, в моем случае, прям, я прям буду радоваться. Подключу ее сейчас к ноутбуку и буду гордиться. Кабель довольно твердый, я думаю, что он здесь вообще никак у меня у ноутбука не протрется. Все, годная мышка на второй ноутбук, то есть на второй компьютер, который у меня главный, это главный прям есть, а этот геймерский. В общем, все, всем спасибо, кто посмотрел. Я затянул, потому что, я хотел так. Все, всего доброго.